Здравствуйте, друзья! Если вы родились 4, 13, 22 или 31 числа любого месяца, то сегодняшнее видео для вас. Садитесь поудобнее и приготовьтесь слушать, а может быть даже что-то и записывать. Как я уже говорила, у людей, относящихся к определенной числовой группе, есть общие характеристики, общее какое-то начало. У людей, относящихся к 4 числовой группе, общее то, что они всегда стремятся к стабильности и порядку. Эти люди практичны, надежны, честны и справедливы. Ключевое слово для них – самодисциплина, а также упорство в работе. А теперь поговорим конкретно о людях, рожденных 4 числа. Вы цените внешний вид и порядок, а также стремитесь к тому, чтобы все вокруг вас было на самом высоком уровне. Вы надежны и сильны, и очень цените безопасность. Не зря в картах Таро четверка – это император, и этим все сказано. Несмотря на строгость и дисциплину, четверки сострадательны к другим людям, любят свою семью и очень являются хорошими супругами. Вы ищете надежного спутника жизни, отношения с которым будут построены на долговременной основе, так как для вас важно чувство защищенности. Однако вы бываете не слишком эмоциональны и гибки, и не склонны проявлять свои чувства. Люди, особенно близкие и родные, привыкли полагаться на вас, с вами советуются по любому поводу, так как от вас исходит надежность и уверенность. Время от времени вам нравится пофлиртовать, но в целом вы ищете надежного спутника, обращая особое внимание на его материальную обеспеченность. Вы должны быть уверены в том, что с этим человеком ни в чем не будете испытывать недостатка и готовы выполнить аналогичные обязательства и со своей стороны. Вы не очень любите тратить деньги направо и налево, однако в особых случаях вы не скупитесь. Так вы можете не пожалеть денег на модного парикмахера или дорогую косметику. Это вносит разнообразие в монотонность ваших будней. Вам нужен партнер, который не менее практичен. И все же временами вы сами опрометчивы и безответственны. Внешность не является основным достоинством вашего партнера. То же самое можно сказать и о интимных отношениях. Вы предпочитаете надежного друга искусному любовнику. Вы человек верный. Мелкие разногласия не ослабят ваших усилий по достижению каких-то оптимальных взаимоотношений. Вы домовиты, любите планировать семейную жизнь. Возможно, в повседневных делах ваш партнер полностью полагается на вас. Однако распределение обязанностей занимает не последнее место в ваших взаимоотношениях, которые становятся гармоничными только тогда, когда приобретают деловой характер. Например, партнер не будет возражать против того, чтобы вы договорились о его визите к дантисту. Но организация его деловой встречи за завтраком вряд ли его приведет в восторг. Как правило, вы предпочитаете постоянного партнера, и вас не смущает однообразие. Например, у вас заведено, что по воскресеньям вы играете в теннис, по средам вместе обедаете, и так дальше. Эта кажущаяся рутина помогает вам чувствовать стабильность отношений. Теперь перейдем к людям, которые родились 13 числа. Как и все четверки, вы осознаете ценность повседневного добросовестного труда. Тройка в числе 13 говорит о том, что если вы на что-то уже решились, то у вас есть для этого потенциал творческого выражения. Но не забывайте, что 13 – это кармическое число, а это значит, что у вас могут быть проблемы со здоровьем, а основная трудность в связи с этим заключается в том, что нужно найти себе применение, а не избегать тяжелой работы. Более подробно о кармическом числе 13 вы можете посмотреть, перейдя по ссылочке вверху экрана. Все, кто родился 13 числа, великие приверженцы семьи и традиций, природные организаторы и управители. Вы практичны и оцениваете своего партнера не столько по словам, сколько по поступкам. Стремитесь к долговременным и стабильным отношениям. Вы нежны, заботливы, открыто выражаете свои чувства. Ищите себе в партнере такого же ласкового и любящего человека, эмоционально
чувствительного. Вам нравится быть за партнером, как за каменной стеной. Общительность и юмор делают вас очень привлекательными в глазах других людей. Вы хлебосольны, любите принимать гостей, хотя временами вам хочется побыть в одиночестве. Ваш дом – это ваша крепость. Домашний очаг является для вас своего рода убежищем и укрепляет веру в собственные силы. Вы настойчивы и решительны. И если уж нашли своего единственного и неповторимого, то непременно приложите все усилия для того, чтобы его удержать. Не исключено, что вы позаботитесь и о том, чтобы иметь ясное представление о состоянии финансов вашего избранника. При этом вы непременно должны быть уверены, что он сможет вас содержать. Если вы воспитываете детей без отца, то непременно возложите на любовника дополнительные обязанности, и ему придется заботиться не только о вас, но и о ваших детях. В этом смысле любовь имеет для вас второстепенное значение, а стабильность отношений вкупе с финансовой поддержкой оттесняют чувства на второй план. Препятствия и трудности вас не пугают, напротив, оказывают стимулирующие действия. Например, ваш избранник не испытывает никакого желания вступать в брак, и вы прилагаете все усилия для того, чтобы у него появилось это желание. Как я уже говорила, вам нравится ощущение безопасности и защищенности, когда вы за своей половинкой, как за каменной стеной. В то же время, в глубине души, вы не можете смириться с ограничением свободы, и порой это качество создает проблемы вашему избраннику. Огромная энергия и задорный нрав сообщаются вашему суженому, и действуют на него ободряюще. Веселость не умаляет ваших интеллектуальных достоинств. Возможно, вы находите удовольствие в пространных беседах и разговорах о текущих событиях. Если вы родились 22 числа, сразу хочу напомнить, что 22 – это управляющее число, которое наделяет вас лидерскими качествами и огромным обаянием. Вы практичны, честны и не оставляете без внимания нужды других. Те, кто родился 22 числа, часто очень успешны, и у них много друзей во всех сферах жизни. Управляющее число 22-4 считается мастером планирования. Более подробную информацию об этом управляющем числе вы можете посмотреть на моем канале. А мы продолжаем. Все, кто родился 22 числа, обладают непринужденностью, природным магнетизмом, спокойной уверенностью, что привлекает к ним окружающих. Вы порядочные, верные, заботливые, нежные, надежные партнеры. Рассчитывайте на взаимную верность и со стороны своего партнера. По натуре вы добродушны и заботливы, и вам доставляет удовольствие угождать и дарить радость людям. Вы умеете слушать, и люди приходят к вам за советом. Старайтесь найти себе в партнере родственную душу. Дом для вас, как и для всех четверок, это ваша крепость, где вы чувствуете себя в безопасности. Нередко вы испытываете подсознательный страх при мысли, что ваша мечта материализуется. А в выборе партнера руководствуетесь тем, что вам подскажет внутреннее чувство, что ли. Порой вы чересчур мечтательны и наделяете своего суженого такими качествами, которых в действительности и не существует. Возможно, вы переносите на него собственные эмоции. Например, вам кажется, что он расстроен из-за того, что вы провели вечер с друзьями и оставили его одного. Вполне возможно, что в действительности ваш избранник и был бы рад немного побыть наедине с самим собой, и ваши опасения являются ничем иным, как состоянием вашей собственной души. В этом отношении вам полезно быть более открытыми и откровенно говорить о своих чувствах. Вы человек прагматичный и любите финансовую независимость, или, по крайней мере, защищенность. Поэтому для серьезных отношений вам необходим человек ответственный, способный обеспечить материальное благополучие. Как правило, вы и сами прилагаете достаточно усилий в этом направлении, и ваш партнер должен разделять эту точку зрения.
Избранник должен быть достаточно чутким и заботливым, так как эмоциональная защищенность также занимает не последнее место в шкале ваших ценностей. Бывает и так, что вы способны к взаимодействию на эмоциональном уровне, и ваши отношения сводятся исключительно к физической близости. При этом вы можете жить вместе и иметь детей, но оставаться духовно разобщенными. Не исключено, что вы привыкли довольствоваться малым. Вас устраивает незатейливая пища, дешевая одежда и прогулки в парке. В своих привязанностях и любви вы постоянны, надежны и верны, и рассчитываете на взаимную верность. Не сумев установить духовный контакт, вы предпочитаете ограничиться физической близостью, хотя в некоторых случаях эмоциональная близость значит для вас не меньше. А теперь информация для тех, кто родился 31 числа любого месяца. Помимо всех тех качеств, о которых я рассказывала, вы обладаете сильной волей, решительны, удачливы, а также одарены способностью к оригинальным идеям. У вас есть и артистический талант, однако он нуждается в конкретных формах выражения. Иногда вы упрямы и даже эгоистичны. Это тогда, когда уж сильно сосредоточены на какой-то определенной цели. Однако самое лучшее, что есть у вас, это практичность, основательность и способность строить снова и снова. У вас широкий круг знакомых, вы внимательны и отзывчивы в отношениях с партнерами. В некоторой степени вы легкомысленны, поверхностны, беззаботны, свободолюбивы, поэтому вам нужен партнер, который сможет уважать ваши стремления к свободе. В глубине души вы стремитесь к долговременным отношениям. Как я уже сказала, вы легкомысленны, но до некоторой степени, и поэтому ваши связи нередко носят поверхностный, мимолетный характер. Например, не имея ничего против физической близости, вы оставляете свою душу на замке. Однако в глубине души вы чувствуете потребность в долговременных отношениях и, возможно, ждете своего часа. Нередко вы веселы, беззаботны и часами можете развлекать своего партнера, обладая таким ценным качеством, как способны разрядить напряженную атмосферу и помочь преодолеть возможные препятствия. Число дня рождения 31 наделило вас свободолюбием. Это качество отражается как на случайных связях, так и на долговременных отношениях. В первом случае вы считаете себя свободной от каких бы то ни было обязательств, а во втором испытываете необходимость хотя бы раз в неделю распоряжаться своим временем по собственному разумению. Поэтому вам необходим партнер, который сможет относиться к этой слабости снисходительно. Возможно, общие цели и совместная какая-то деятельность гармонизируют ваш союз с любимым человеком. Обладая незаурядной интуицией, вы способны чувствовать партнера как самого себя. Как правило, вы не делаете воли своим чувствам, но можете открыто их обсуждать в присутствии партнера. Ну вот, друзья, мы познакомились с общими характеристиками всех тех, которые относятся к числовой группе 4. Хочу еще раз обратить ваше внимание, что вы должны слушать не только о своем числе рождения, а о каждом, потому что все дни рождения, которые относятся к одной числовой группе, нужно раскручивать как спиральку, где каждый завиток – это новое качество, которое обязательно присутствует у всех представителей этой группы. А я, как всегда, прошу вас дать обратную связь. Нашли ли вы полезным или информативным это видео или нет? Пишите все в комментариях, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал и делитесь видео с друзьями. А следующее видео будет посвящено людям, которые родились 5, 14 и 23 числа любого месяца. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами и всем нам желаю красивых вечерних закатов и спокойных мирных рассветов. Всего вам доброго.